Сергей Яковлевич, добрый день. Добрый день. Что явилось побудительным мотивом для вас заняться поставками зерен мака для российских предприятий пищевой промышленности? Значит, мне компаньон мой по бизнесу предложил заняться этой темой. Объяснил так, что хорошая рентабельность, где-то можно 20-30% получить. Это очень высокая рентабельность. 10-15 гарантировано. И у него была сеть дилерская. То есть были потребители продукции, которые уже он знал. То есть бизнес начинается тогда, когда есть товар, который вы можете завести, и вы умеете его завести. И есть сбыт налаженный. И то есть мне предложили клиентскую базу сбыта. А товар найти было несложно. Тем более мне предложили заняться именно испанским товаром, потому что он не изучен, этот товар. На рынок он на российском отсутствует. И можно при больших объемах, свыше, если закажешь 1000 тонн, можно взять его значительно дешевле, чем берется чешский товар. И я нашел переводчика Дрянова Игоря, который съездил в Испанию, заключил контракт сначала через голландскую фирму, через сингапурские компании, а потом напрямую с Испанией. Третий контракт мы заключили, и так он организовал мне вот эти поставки. А дальше я этим занимался сам. Да, мне потом уже подключал еще дилеру, чтобы помочь. И имея клиентскую базу, имея сбыт, я занялся этим товаром. Вы знали о том, что поставки контролируются ФСКН России? То, что контролируются не поставки, а маковая солома, которая является элементом растения рода мак, является контролем со стороны ФСКН России. Я прекрасно знал эту проблему, и к нам неоднократно обращались многие по телефону, через других клиентов с просьбой завести именно мак с содержанием маковой соломы для того, чтобы он использовался наркоманами. Что вы предприняли, чтобы обезопасить условия бизнеса? Для того, чтобы обезопасить условия бизнеса, мы разработали ряд мероприятий. Эти мероприятия сводились к следующему. Мы в добровольном порядке на каждую машину, писали заявление в ФСКН, то есть на таможню, для того, чтобы добровольно проверить товар, приходящий к нам на таможню в Россию. Далее. Мы с 2010 года сотрудничали с ФСКН Московской области. И у нас было негласное сообщение с руководством ФСКН Московской области. После проверки нашей партии семян мака, прошедших таможенный контроль, приходила ФСКН Московской области и также проверяла наш товар на складе. Дальше, с 2011 года к нам регулярно приезжал уже ФСКН Москвы с Моросейки и ФСКН Московской области. ФСКН Московской области ходил по нашим приглашениям, а ФСКН Москвы приезжал сам. Фактически почти каждый месяц приезжали оперативники и также приезжали к нам на склад, отбирались с нашего семян мака образцы, проверяли и давали нам справки о том, что в проверенных образцах наркотических средств не содержится. Далее. Когда первые партии приходили, и там был горький привкус, он сопровождался тем, что голландцы не смогли очищать пыль маковую. И она давала горечь образцам, потому что тяжело было при промывке избавиться от нее и так далее. И после того, как руководство ФСКН, руководство испанской фирмы «Алкалибер», директор фирмы, сын хозяева, член совета директоров, 3 человека приехали делегацией. Мы их возили по хлебзаводам, по складу, по предприятиям, где фасовали, показывали клиентам, куда сдается, какая продукция выпускает. Их даже угощали тортами, булочками,
именно произведенную с ихнего мака. И производители давали замечания, пожелания избавиться именно от этой примеси, избавиться от пыли. И тогда мы совместно с ними нашли в Голландии фирму, которая дочищала испанский товар фактически до нуля. То есть сорности вообще никакой не было. Сергей Яковлевич, а какими российскими законами и нормативными актами контролируется поставка семян в Российскую Федерацию? У нас есть в Российской Федерации с 2010 года у нас действует таможенный союз. В таможенном союзе у нас требования к маку пищевому в единых нормах санитарных, в техническом регламенте на зерно, в Санпине, едином таможенном союзе. Никаких норм по содержанию запретов, норм содержания в маке пищевом наркотических средств нету. То есть нету запрета. Но с другой стороны, у нас есть отдельно, как наркотическое средство, запрещенное опий, маковая солома, морфин, кодеин, ТБИН, которые запрещены к обороту и ограничены. И поэтому здесь получается такая картина. С одной стороны, норм нет, а с другой стороны, эти вещества, как отдельная составляющая, запрещены. Сергей Яковлевич, а Россия, подписав единую конвенцию, допустила, вопреки ей, правовую неопределенность в отношении семян мака, всегда содержащих микроследовых количествах морфина, менее 0,2% на 1 килограмм зерен мака. Но, с одной стороны, конвенция как подписана, но в конвенции есть такая статья, 39-я, по-моему, которая разрешает любой стране делать любые мероприятия, связанные для усиления охраны здоровья, для усиления борьбы с наркоманией, принимать любые меры, которые будут способствовать борьбе. Но наше государство не сделало ничего, чтобы установить норму содержания. И поэтому, с одной стороны, у нас есть правовая неопределенность, она так и осталась. Семена мака не являются наркотиком, а содержащийся в нем морфин, там, кодеин, ТБИН и наслоение, допустим, опия, являются наркотиком. И вот эту неопределенность мы сейчас стараемся выяснить у нашего государства в Верховном суде Российской Федерации и в других судах. А вы случайно не стремились выработать какие-то механизмы типа современного российского ГОСТа на семян мака? Значит, мы первое, в 2010 году мы провели исследование по исследованию семян мака в Европе, здесь в России. Затратили на это порядка 20 тысяч евро. И добились впервые принятия в 2010 году единых санитарных норм в Российской Федерации, где изложены первые требования к семенам мака в части содержания там, кадмия, других вредных составляющих из расчета миллиграмм на килограмм. Это было впервые сделано. Но тогда мы просто не смогли это добить, сделать такое же по содержанию морфина, кодеина, ТБИНа. В Европе тоже нет этих запретов, но там существуют негласные такие нормы, ну вот, например, как в Германии, там где-то предусмотрено предприятие, они считают там где-то 20, 30, 40 миллиграмм. В Германии, в Венгрии есть такие запреты, которые ограничивают содержание морфина, кодеина, ТБИНа до определенных миллиграмм в килограмме. В России нету этого. Вот сейчас мы и добиваемся, что, наконец бы, чтобы Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ни питание, ни наркологии, наконец-то добиться от них разработки и утверждения этих норм. ФСКН во главе с господином Ивановым в 2012 году в июне провел совещание антинаркотического комитета. И в этом протоколе 16, по-моему, где они записали, что в России нету этого всего, нету норм отбора проб, нету методов, нету ничего, и поручили Минсельхозу с Росстандартом разработать и утвердить. И сроки поставили. Но прошло 2 года, никто ничего не сделал. Сергей Яковлевич, а что должно было произойти, что вас стали преследовать и возбуждать уголовные дела по надуманным причинам? Ни много ни мало в контрабанде наркотиков.
Понимаете, учитывая свой характер, что когда на меня наезжают и когда с меня требуют дань, хоть бандиты, хоть государственные органы, я стараюсь не платить и привести все в законное требование, в законное русло. Поэтому вот добился я и впервые введения этих разработки норм, потратила фирма свои деньги в помощь исследования, так, чтобы мзду чиновникам не платить. Добился того, что цены на МАК стали не по 200-300 рублей, а стали приемлемые оптовые цены в районе 60, 70, 80, 100 рублей. Это оптовые цены. И розница стала дешевле. Ну, учитывая, что оптовые фирмы потеряли на этом значительную прибыль, так как раньше продавали по другим ценам, ну, у меня появилось много друзей. Как среди чиновников, которых, по моим скромным подсчетам, я лишил миллиона евро в год взяток, так и своих конкурентов, которых я считаю, лишил необоснованного, надуманного, получения вот этой маржи, прибыли и так далее. Так как плюс Чехия, так как мы стали поставлять в Испанию испанский мак, и Чехия вынуждена была снизить продажные, закупочные цены для России почти в 2 раза. Сергей Яковлевич, а каким образом сейчас поделен рынок мака? А сейчас, как и были эти фирмы, которые до меня торговали, фактически они сейчас так торгуют. Также можно прийти, взять их мак, вы можете зайти, я вам пойду, возьму за руку, привезу в магазин, вон у меня рядом, желтый, как мы его называем, торгует всеми маком. Там пакетики по 100 грамм. Я вас возьму 2 пакетика, отнесите их в ФСКН, они проверят и найдут там маковую солому, опий, морфин, табаин, КДИ. А почему их не пытаются посадить, этих поставщиков? А потому что эти поставщики не пишут жалобы, не добиваются уведения норм, не говорят о том, что это безумие, не поднимают вой, крик, молча, безропотно с чем-то соглашаются. Ну, они смотрят, не хотят, ребята, с ними, значит, можно договориться. А со мной, значит, нельзя договориться. Раз нельзя со мной договориться, значит, меня надо посадить.